Американская политика не наша профильная специализация, хотя в команде есть по ней эксперт. Но в любом случае, нынешняя избирательная кампания в США настолько изумительна, что не говорить о ней просто невозможно. Всего за 3 недели случились и катастрофический провал Джо Байдена на дебатах, и покушение на Дональда Трампа, где прям очень было близко к тому, чтобы его убить. Это невероятное везение, что Трамп остался в живых. А теперь ведущие американские СМИ заявляют, что уже на этих выходных, буквально завтра, Байден объявит о выходе из гонки. Прежде всего нужно сказать о нашей искаженной оптике, которая мешает воспринимать американскую политику такой, какая она есть. Большая наша проблема заключается в том, что хотим мы того или нет, но мы переносим логику режима, в котором выросли и за которым долго наблюдали, на весь остальной мир, даже если тот устроен радикально иначе. Знаете, это неловкое чувство, когда западные эксперты, журналисты и блогеры начинают рассуждать в духе: «Вы посмотрите, какие результаты у Путина на выборах. Значит, граждане поддерживают его самого и одобряют его политику, голосуют за войну». Согласитесь, раздражает нечеловечески, когда люди рассуждают о результатах опросов в ЦИОМ так, будто у респондентов был выбор, что ответить. Когда выборы проводят с одним единственным кандидатом при дэге, тотальной зачистке инфополя, цензуре, репрессиях и прямом подлоге результатов. И кто-то всерьез обсуждает итоги этой насквозь фальшивой процедуры так, будто по ним реально можно делать выводы о политических предпочтениях граждан. Тоже работает и в обратную сторону. Сложно продать себе идею, что Демократическая партия США не КПСС и не Единая Россия и даже не Яблоко. Что это не вертикальная структура, где ареопаг из бессменных вождей принимает решения, а любые процедуры носят чисто декоративный характер и существуют лишь за тем, чтобы на бумаге оформить волю начальства. По понятным причинам мы с вами к многим публичным процедурам относимся с недоверием. Мы привыкли, что они сугубо имитационные. Поэтому многие, в том числе довольно внятные спикеры, задаются вопросом: почему демократы не сменят старика Байдена? Как вообще так вышло, что никого получше на бой с Трампом они выставить не смогли? Нам сложно понять и принять, что никаких демократов как единой сущности не существует. Есть партийные элиты и крупные спонсоры. Они, конечно, имеют немалое влияние на кандидатов и могут повысить их шансы на выдвижение. Но никакого политбюро или совбеза, или тем более единого негласного лидера, который рулит всем процессом, нет. Любые процедуры в американской системе подразумевают сложные коалиции, компромиссы, интриги, давление, убеждения, уступки. Кандидаты идут на праймерис не потому, что начальство приказало изобразить спарринг-партнера, а потому что хотят победить. Победить они могут при поддержке партийных элит, как Байден в 2020 году, а могут и наоборот, поперек и вопреки желанию этих элит, как Трамп в 2016. Но в любом случае будет конкурентная процедура и настоящие голоса избирателей, которые все и решат. Абсолютного влияния на результат не имеет никто. Байден стал кандидатом в 2020 году не потому, что местный Кириенко так решил, а потому что так тогда сложились объективные обстоятельства, потому что Байден оказался достаточно компромиссной фигурой для всех. Нет человека, который назначил слишком старого кандидата вместо молодого. Тем более сейчас. Нет на всем белом свете такой силы, которая может принудить президента Соединенных Штатов Америки, самого высокопоставленного политика на планете, отказаться от выдвижения на второй срок. Если убрать за скобки мать природу, то у Байдена начальников нет. Никто не может ему ничего приказать. Равно как нет такой реальности, в которой Демократическая партия не поддержит переизбрание действующего президента, формально выдвинутого на праймерис. Тут не работает подход, а чего они его не снимут, потому что никаких их нет. Байдена можно убеждать, пытаться на него давить, призывать его считаться с объективной реальностью, но финальное решение все равно останется за ним. У элит в Демократической партии, у ее главных спонсоров может быть сколько угодно самых рациональных аргументов в пользу того, чтобы Байден снялся сразу после провала на дебатах с Трампом. Но вся эта рациональность может разбиться об одно единственное желание Байдена. Желание не признавать поражение, не расписываться в собственной старости и немощи, не показывать слабость и не сдаваться до боя. Вероятно, все 3 недели, прошедшие с тех судьбоносных дебатов, были потрачены на переговоры и уговоры. Вероятно, политики-демократы, штаб Байдена, его администрация, всякие значимые люди, для которых победа Трампа равносильна экзистенциальной угрозе существованию Соединенных Штатов, все резко осознали, что у них случился ушиб всей бабушки, катастрофический кризис, с которым непонятно, что делать.
Никто, конечно, не ждал, что на 9-м десятке лет Байден начнет колесом по сцене ходить и нижний брейк крутить. Все плюс-минус привыкли, что говорит президент не быстро, думает дольше обычного, что ведет себя на свой возраст, как пожилой человек. Но на дебатах стало очевидно. Перед ними не тот Байден, к которому привыкли. Он сильно сдал за крайне короткий срок. Что тому виной, вопрос отдельный, но никакие отговорки про простуду убийственного впечатления от провала на дебатах не перебили. Да, в американском обществе степень поляризации, непроницаемости информационных пузырей таковы, что на формальные рейтинги этот провал почти не повлиял. Но те, кто может говорить с Байденом, для кого его результат критичен, видимо, поняли. Они только вошли в поворот на финишную прямую, а теперь несутся в бетонную стену. У болида отлетели колеса. Эхо этой большой внутренней работы доносилось и до нас. С одной стороны, мы слышали, как селебрити-демократы, прямо или косвенно, призывают Байдена сняться, а крупные доноры отзывают пожертвования. Появились инсайды о непубличных переговорах в ближнем кругу с участием семьи Байдена, Барака Обамы и Хиллари Клинтон. С другой стороны, Байден, как ни в чем не бывало, продолжал свою избирательную кампанию и публичную президентскую деятельность с явным стремлением доказать, провал на дебатах был лишь досадным эпизодом. Но в итоге доказал обратное, что это был совсем не эксцесс, что его состояние настолько ухудшилось, что невозможно списать его ошибки и проколы ни на простуду или ковид, ни на случайную оговорку. Президент Соединенных Штатов стремительно превращается в полную развалину и к осени станет неизбираемым, если вообще сможет свои обязанности выполнять. Сейчас же утечки явно свидетельствуют. Непубличные переговоры и публичное давление смогли убедить Байдена, что речь уже не о его персональных амбициях, и осталось только два варианта. Либо он выходит из гонки, либо Трамп побеждает с вероятностью равной единице. Сейчас поговорим о том, что, возможно, будет после ухода Байдена и как все будет происходить. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Как вы помните, у меня есть проект Relocates. Сайт, где собрана вся ключевая информация про переезд в разные страны. Собирать факты нам помогали самые разные специалисты. Например, в случае с Германией компания Intermigra. Она помогает с релокацией и обустройством в Германии высококвалифицированным специалистам, фрилансерам, деятелям искусства и предпринимателям. Ее основатель Влад Пинский помог переехать артистам Гоголь-центра, а сейчас компания работает с более чем 50 зрителями моего канала и помогает им перебраться в Германию. Надо сказать, что и я сам у них консультировался, когда наша команда туда переезжала. И вы тоже можете обратиться в Интермигра и релоцироваться без лишней нервотрепки вместе с вашей семьей. В новой стране вы сможете развиваться как профессионал. Сейчас нет такого, что в России вы профессор, а в Европе таксист. К тому же открытых вакансий в Германии масса. Более 1,7 миллиона. И вы наверняка найдете работу, подходящую вашей квалификации. Для фрилансера такой переезд тоже станет толчком к развитию. Будет куда проще вести дела с зарубежными клиентами. Лето – идеальное время, чтобы начать процесс. Как раз к Рождеству переедете и сможете посетить эти чудесные ярмарки. К тому же недавно в Германии ввели новый закон, по которому вы сможете получить гражданство уже через 3 года. Самое быстрое гражданство в Европе. А на ПМЖ с рабочей визой сможете претендовать еще раньше, где-то через пару лет после переезда. А чтобы все прошло гладко, обратитесь в компанию Intermigra. Тем более, что первичная консультация, где вы получите персональную стратегию переезда, бесплатна. Оставить заявку вы можете по ссылке в описании. Команда Intermigra в курсе всех процедур, которые часто меняются, и знает, как составить вашу заявку идеально, так, чтобы вы точно получили визу. А если вдруг не получите, Intermigra вернет вам деньги. Так что записывайтесь на бесплатную консультацию, а если решите сотрудничать с компанией и дальше, то вам, как моим зрителям, будет скидка в 10%. Продолжим. Возможно, уже завтра Байден объявит о выходе из гонки. По крайней мере, такое впечатление складывается из того, что пишут без преувеличения все ведущие американские СМИ. И самый главный тут вопрос, что будет дальше? Допустим, что Вашингтон-Пост знает, о чем говорит, и Байден снимется. Ну и каков дальнейший план-то тогда? Кто заменит кандидата и вообще, как все будет происходить? Ответ очень прост. Никто не знает. Да, это будет не первый раз в истории, когда одна из двух основных партий вынуждена сменить кандидата, но первый раз с тех пор, как возникла процедура праймерис. И первый раз, когда накануне выборов приходится менять кандидата, который уже сидит в Белом доме.
Слово «беспрецедентность» сейчас пихают всюду, куда ни лень. Но вообще-то подходит оно далеко не ко всем ситуациям. На абсолютное большинство вопиющих, безумных и кровавых ситуаций прецеденты найдутся. Надо просто посмотреть либо вширь по карте, либо вглубь по истории. Но для положения, в которое сейчас попала демократическая партия, прецедента действительно нет. Все худшее, что могло случиться, случилось, причем одновременно. И в этом главная проблема. Отсутствие прецедента лишает плюс-минус готового плана тех, кто действует. Им просто не на что опереться, не на что ориентироваться в поисках решений. Что лишает нас, внешних наблюдателей, почвы для прогнозов. Мы тоже не можем сказать, вот тогда-то было так-то, значит сейчас будет то-то. По идее, естественный наследник действующего президента его вице-президент. Но с этим есть проблемы. Во-первых, если Камала Харрис заменит Байдена в нынешней гонке, то, по идее, она должна будет заменить его и в кресле президента. Конструкция, в которой президент отказывается от переизбрания по состоянию здоровья, но продолжает занимать свой пост, а главный кандидат сидит на вторых ролях и не пользуется премией инкумбента, такая конструкция выглядит странноватой. Мы 100 раз обсуждали такой факт. Сама по себе деятельность президента, губернатора, мэра – это избирательная кампания. В любой системе действующему начальству переизбираться всегда гораздо проще. Пойти на выборы из позиции президента, который каждый день на виду, или из позиции вице-президента, о котором вспоминают лишь по праздникам – это огромная разница. В конструкции, где Харрис сменяет Байдена, она, по идее, сменяет его не в качестве кандидата, а именно что на должности президента. Разумеется, никакой нормы, утверждающей, что должно быть только так и никак иначе, не существует. Но вроде бы для кампании это вариант логичный. Кандидат должен привлекать к себе все внимание, а не вести кампанию за широкой спиной отстраненного уже другого кандидата. Ведь в таком случае на одну новость о Харрис будет приходиться 20 новостей о Байдене. А значит, по идее, Байден должен уйти в отставку, и за 4 месяца до выборов у Соединенных Штатов возникает 47-й президент. Это тоже совсем не беспроблемная конструкция. Знала американская история ярких вице-президентов, таких, кто заслонил собой первое лицо, но Камала Харрис не тот случай. Камала Харрис – продукт политтехнологий и электорального инжиниринга. Она провалила праймериз 19-20-х годов, и ее кампания развалилась, толком не начавшись. С номинацией она снялась одной из первых, задолго до первого раунда голосований, еще в декабре 2019 года. На тех праймериз были яркие кандидаты с собственным политическим содержанием. Был Берни Сандерс, был Пит Бутиджидж, Элизабет Уоррен, Блумберг в конце концов. И на контрасте была Харрис. Не стань она в итоге вице-президентом, никто бы вообще не вспомнил, что она в этих праймерис участвовала. Она занимала то же место, которое Байден занимал в паре с Бараком Обамой. Была эдаким противовесом, как на кране. Когда есть очень прогрессивный и необычный кандидат, очень молодой и первый чернокожий, в пару себе он берет специально матерого вашингтонского политика, белого как лист бумаги, который на Капитолийском холме заседал, когда Обама еще в начальную школу ходил. Такая же логика работала и при формировании тандема Майка Пенса и Дональда Трампа. Последний нью-йоркский озорной гуляка с батальоном любовниц, 3 браками и бесконечными скандалами за спиной, звезда желтой прессы. При всех своих успехах он уж слишком поперек титульным избирателям республиканской партии. Тишайший и набожный Пенс сработал как хороший балласт, чтобы где-то как-то вышел плюс на минус. Тут то же самое. Байден выглядит так, будто нейросети дали задание нарисовать сферического представителя истеблишмента в вакууме. Он эталонное начальство. Харрис тут выглядит противовесом, сравнительно молодая, не белая женщина в пару к пожилому белому мужчине. Но так уж получилось, что за без малого 4 года на втором в стране кресле Харрис не запомнилась вообще ничем. Президентство Байдена – это в целом большой успех. Масса реформ, которые удалось провести, и вывод экономики в устойчивый рост после ковида. Но сказать что-то хоть в плюс, хоть в минус о Харрис вообще невозможно. Самый естественный кандидат на замену Байдена выглядит самым слабым из всех. Харрис существовала скорее как деталь, идущая с Байденом в комплекте. И непонятно, как при таких вводных может трансформироваться в самостоятельного политика за 4 месяца. С другой стороны, конструкция с любым другим кандидатом, которому нужно вести кампанию при действующих президенте и вице-президенте, вообще пока что выглядит как научная фантастика. Видимо, грядущие выходные станут решающими в новейшей американской истории. Одна из 2 крупнейших партий столкнулась с небывалым кризисом. Тем интереснее за этим следить, и тем бессмысленнее делать прогнозы. Мы с вами находимся как раз в точке, где будет создан прецедент. И уже на его основании в похожей ситуации аналитики будут делать прогнозы в будущем.
Делом вроде бы решенным выглядит только выход Байдена из гонки. А что будет дальше – большая загадка. Нам остается только наблюдать, как сложнейшая машина американской демократии вертит своими шестернями, многие из которых не менялись и не смазывались с начала прошлого века, и как эта машина пытается подстроиться под новые вызовы. Нет ничего интереснее, чем наблюдать такое своими глазами в прямом эфире. И нет ничего более бессмысленного, чем с умным видом раздавать тут предсказания. Ведь перед нами работающая конкурентная демократия, где ни у кого нет полной власти над результатом. До завтра.